Не покупайте криптовалюты, пока не посмотрите это. Остановитесь. Подождите. Сначала посмотрите это видео. Вы не должны его пропустить. С вами Криптору, канал крупнейшего ресурса о криптовалюте в Рунете. И мы перевели для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором автор предостерегает вас от покупки крипты, пока вы не будете знать этого. Итак, в связи с тем, что сейчас происходит, следует покупать только определенные альткоины. Лучше вкладываться в биткоин, может в эфириум. Доминация биткоина растет. А когда она растет, то высасывает ликвидность из альткоинов. Но есть исключения. Я расскажу вам в конце видео о мемкоине, который вы не хотите пропустить. Я думаю, что он отлично себя проявит. Дисклеймер. Это всего лишь мнение, а не финансовый совет. Доход не гарантирован. Бла-бла-бла. Итак, приступаем. Прямо сейчас доминация биткоина растет. Много всего происходит. SEC атакует криптовалюты, считая их ценными бумагами. В то же время BlackRock заходит на рынок. Все неустойчиво, хотя в целом тренд бычий. Хотите вы или нет, а доминация биткоина растет. Пока она растет, она высосет много ликвидности из криптовалют, поэтому сейчас стоит покупать биткоин, может эфириум, и ждать, когда доминация снизится. И альткоины смогут выдохнуть и начать расти. Итак, если вы хотите вложиться в альткоины, лучше вложиться в высокорисковые. Пол, почему ты говоришь вкладываться в высокорисковые валюты? Разве сейчас не худшее время для этого? Не совсем. Давайте объясню. Если вы покупаете биткоин или эфириум, особенно биткоин, вы приобретаете криптовалюту. Но вы также можете использовать биткоин, чтобы покупать альткоины, когда будете готовы, и когда доминация снизится. До этого нет смысла покупать альткоины, так как биткоин покажет себя лучше. А если и не покажет, то разница будет несущественной. Рисковать не стоит. Но что если вы хотите рискнуть? Если вы хотите испытать удачу и заработать прямо сейчас? Ответ простой. Выбирайте экстремально рисковые валюты и вкладывайте в них немного денег, которые вам не жалко будет потерять. Но большинство денег храните в биткоинах. С другой стороны, в какой-то момент биткоин почти наверняка удвоится или даже вырастет в 5, 7 или x раз. Например, вы вкладываете $1000 в биткоин. Я говорю про дополнительный счет, не про основной. У вас есть $1000 в биткоинах. $1000, которые можно вложить в высокорисковые активы. И если вы проиграете, рост биткоина возместит ваши потери. В общем, если вы собираетесь рисковать сейчас, это должно того стоить. Должен быть рост в 10, 15, 50 раз или около того. И это приводит меня к спонсору сегодняшнего видео. Это мемкоин, но не простой. Давайте покажу, потому что это интересно. Я говорю вам про Wall Street Memes. И да, продвижение этого проекта экстраординарное. Первое, что вы видите при входе на веб-сайт, это то, что установлен язык вашей локации. Сейчас он на греческом, потому что я в Греции. Нажмем сюда, чтобы переключить на английский. Теперь можем посмотреть, что сайт на английском. Хотя эта предпродажа проходит уже давно, это все еще довольно ранний этап. Хочу кое в чем признаться. Хоть это и спонсируемое видео, я вложил немного своих денег в этот мемкоин. Скоро объясню почему. Окей, первая вещь, на которую стоит обратить внимание, это соцсети. Я хочу, чтобы вы сами все исследовали. Но давайте зайдем на Twitter, чтобы кое-что увидеть. Этот аккаунт работает с 2019 года. У аккаунта Wall Street Memes более 237 тысяч подписчиков. Поверьте мне, это реальные люди. Много людей из тех, кого я знаю, подписаны на этот аккаунт. Разработчики представили токен Wall Street Memes. Не знаю, понимаете ли вы это, но это крайне важно. Это не шутка. У них уже есть комьюнити имя. Этот аккаунт собирал мемы годами, и они выпустили свой токен. Можете пролистать аккаунт, они говорят о мемах. И смотрите, я увидел, как ютуберы говорили о том, что Илон Маск общался с Wall Street Memes. Но было ли это после релиза токена или до него? Это важно. Хоть это и спонсируемое видео, но я стараюсь быть как можно более честным и объективным. Илон Маск общался с Бобом, а аккаунт собака Explain This Bob. А потом Боба забанили в Твиттере. Так что будьте осторожны. Я просто предупреждаю,
потому что мне нравится говорить об этих проектах. Однако я вложился в VSM и полагаю, что он хорошо себя проявит. Давайте объясню почему. Во-первых, пресейл происходит поэтапно. Уже заработано 9,8 миллионов долларов. Почти 10. Давайте прокрутим вниз. Могу сказать, что это один из лучших сайтов мемкоинов, который я когда-либо видел. Он хорошо структурирован, он ясен и посвящен культуре мемов. Они знают, что делают. А здесь небольшая историческая справка по токену VSM. Рассказ про парня, который бросил вызов Уолл-стрит во время фиаско GameStop в 2021 году. И все мы знаем, что было потом. Это было сделано Wall Street Bets. Это попытка наложения трендов мемкоинов, Wall Street Bets и других факторов. Вы знаете, что я думаю по поводу наложения трендов? Я считаю, что это очень важно. Также будет выпущен мерч, и мне кажется, что его можно купить уже сейчас. Но я не уверен. Давайте нажмем вот сюда. И да, у них уже есть магазин мерча. Можно его полистать. Давайте вернемся назад. Вот тут видна лента Твиттера и мемкоины из их ленты Твиттера. Они рассказывают, как купить их мемный токен. Но если вы собираетесь это сделать, окажите мне услугу. Окажите себе услугу и подождите. Я хочу кое-что вам показать, кое-что маленькое. Но я не хочу, чтобы вы на это повелись. Нет. Неправильная терминология. В общем, нужно кое-зачем следить. Так что смотрите видео дальше. Нужно кое-что знать, чтобы избежать неприятных сюрпризов после покупки во время пресейла. На сайте есть дорожная карта, посредством которой разработчики говорят, что собираются сделать. Очень красиво выполнено, очень мило с их стороны. Этот веб-сайт не только красивый и не только хорошо структурирован, он подходит под формулу 5P. Что это значит? Очень просто. Promise, Project, Picture, Proof и Pitch. Я написал про это книгу 5P of Persuasion. В общем, они проделали потрясающую работу в области маркетинга. Здесь вы видите, что 30% выделено на вознаграждение сообщества, потому что они хотят вознаградить держателей. 50% уходит на маркетинг. Наконец-то появился проект, который осознает важность маркетинга. Можно создать лучший проект в мире, но если не уделить внимание маркетингу, то никто о нем не узнает. 10% выделено на ликвидность для централизованных бирж, потому что кто не любит секс? Я имею в виду централизованные биржи. Ну и, конечно же, 10% на ликвидность для децентрализованных бирж. Никаких смешных мыслей. Прокрутим вниз до их амбассадоров. Тут уже есть CryptoJammy. Я посмотрел его аккаунт в Твиттере и советую вам сделать то же самое. Так, здесь все снова на греческом, видимо из-за локаций. Им нужно это исправить. Нужно, чтобы когда я выбирал английский в верхнем правом углу, то весь сайт был на английском. Ну да, ничто не идеально. Как говорится, лучшее враг хорошего. Если прокрутим вниз, то увидим airdrop. Они раздают $50 тысяч в VSM нескольким счастливчикам. Можно совершить некоторый из вот этих действий и принять участие в соревновании. Сейчас можно посетить их веб-сайт, я это уже сделал. Ввести полное имя, ввести имейл и дату рождения, и можно участвовать. И я бы поставил галочку здесь, чтобы не пропускать уведомления, на всякий случай, если вы получите немного. Ну да, вас скорее всего затянет в воронку, но я это делаю потому, что хочу знать про их маркетинговую стратегию. Ниже находятся часто задаваемые вопросы. И, конечно, в самом низу находится аудит. Вы можете проверить их аудит вот здесь. Нажмите сюда. Можете проделать это позже, но он выполнен очень хорошо. Я смотрел его раньше и не нашел ничего слишком подозрительного для мемкоина. Так вот, если вы думаете о том, чтобы инвестировать в Wall Street Memes, как я, давайте я покажу вам кое-что, что вам надо знать. Я сделал это видео раньше. Я заметил, что когда ввожу количество эфиров, которые желаю использовать для покупки VSM, подтверждаю и соединяюсь с кошельком, то взимается весь эфириум, который у меня на кошельке. Чтобы платить за газ, нужно иметь какое-то количество эфириума в кошельке. Вы должны еще раз ввести количество эфиров. К счастью, я использовал аккаунт, который применяю для видео на YouTube. Там немного эфиров. Даже если бы я не обратил внимания, то много бы не потерял. Но представляете, что было бы, если бы я использовал другой аккаунт, не заметил это и вложил весь свой эфириум? Будьте осторожны. Еще стоит понимать, что когда вы купите VSM, вы не увидите транзакций в своем кошельке.
Другими словами, вы не увидите токены VSM в кошельке, вы получите их после релиза. Так что не переживайте, это не та история, когда у вас забрали деньги и они просто исчезли. Ожидается, что вы сможете забрать свои токены после релиза. Будет ли это мошенничеством? Будет ли это раг-пул? Мы не знаем. За этим проектом не стоит команды документации. Как я уже говорил раньше, если вы собираетесь сейчас инвестировать во что-то, кроме биткоина и эфириума, можете и рискнуть. По моему мнению, VSM это хороший выбор. Он не такой рисковый, как другие токены. Как всегда, исследуйте все сами. И, пожалуйста, если вы найдете что-то хорошее или плохое, напишите об этом в комментариях под видео. Я очень хочу знать. Инвестируете ли вы в этот мемкоин или в другие мемкоины? Я рекомендую вам посмотреть это видео. В нем много предупреждений. Рассказывается о том, как торговать мемкоинами. И, конечно, не забудьте подписаться. Увидимся в следующем ролике. Вы посмотрели видео с канала The Crypto Factor, переведенного редакцией Crypto.ru. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Также смотрите оригинал видео на канале автора по ссылке в описании. Пока-пока.